легитимизировалось насилие. Дыра в бюджете 10 триллионов. Какой замысел у Билла Гейтса? Ты выбрал себе поводыря. Власть — это такой наркотик. Никому нельзя верить. Игорь, есть одна теория. Кстати, очень много последователей у нее есть. Пандемия существует на самом деле, но ей пользуются сильные мира всего, чтобы стать еще сильнее. А страны, типа России, очевидно. страны третьего мира в этот момент ослабевают. Как вы думаете, может ли так быть на самом деле? И кто разрушает страны третьего мира? На самом деле сейчас произошла гигантская трагедия в мире. Легитимизировалось насилие. Самоизоляция. Что это не насилие? Люди сидят по домам, люди не имеют работы, сбережения кончаются, сейчас они выйдут, у них нет денег. Современное насилие, оно очень изощренное, оно даже без применения оружия. Не надо никаких наручников. Запугали. Просто взять и напугать людей. И насиловать их как угодно. И сейчас люди вот в этом своем страхе, в принципе, все, что хочешь, сделают. Любой закон, пожалуйста. На обещание, что мы вас спасем, пожалуйста, вы, главное, нас спасите. То есть сперва мы запугиваем людей, а потом, пожалуйста, спасаем. И это во всем мире. Лукашенко сказал, что этим летом будут президентские выборы. Почему? Очень просто. Карту надо разыграть. В Америке выборы. Трамп, в общем-то, тоже претендент. И так далее. То есть на самом деле легитимизация насилия, вот что происходит сейчас под покровом этого коронавируса. Да есть вирус, все понятно, есть. Но прежде всего вирус в башке, потому что то, с какой скоростью СМИ, блогеры распространили информацию, так повлияло на состояние людей, что люди напуганы. Мир постоянно накапливает гигантские противоречия, он копит их со страшной силой. Противостояние идеологий, стран, культур. Да не могут культуры сожительствовать. Ну реально, парадоксальный мир устроен, да, то есть могут какое-то время сосуществовать несоединимые вещи, а потом они начинают тестировать друг друга, кто сильнее, и съедают. Куда делись 100 миллионов индейцев в Северной Америке? Самое свободное в мире общество американское убило 100 миллионов индейцев. Поэтому любые конспирологические теории сейчас вбрасываются кем? Кем? Властимущим, для того, чтобы укрепить свою власть. Все очень просто. И я против этого. Я против увеличения конспирологических повесток. Я против этого. Я переношу фокус внимания людей на другое. Ребята, вы стали легкой добычей, вас имеют. Если еще какое-то время будете увлекаться этим, ну тогда вы будете просто заложниками того пути, на который вы встали. Вы сейчас говорили про властимущих. Значит ли это, что пандемией пользуются и российские власти тоже, чтобы еще больше закрутить гайки и лишить нас прав и свобод? Этим пользуются все, без исключения. Мировой олигархат пользуется для того, чтобы нарастить свое влияние и выкачать из России остатки соков. В чем ему способствуют наши, так сказать, деятели, подогревая всю эту штуку. Ну а так называемые хозяева денег и власти, которые в России, естественно, тоже это используют для того, чтобы укрепить свои позиции. Поэтому расслоение вырастет после пандемии. Все, о чем говорили мы, что нужно делать равенство доступа, равенство возможностей, не в смысле уравнить все, не. Сделать равный доступ. Все это можно забыть, никакого равного доступа. К сожалению, эта пандемия обострила расслоение. Те, кто имел деньги и власть, увеличат это. Те, кто не имел, потеряют даже то, что у них было. Это беда. Мы будем долго выкарабкиваться из этого. Вот.
такая, кто все-таки станет еще богаче? Кто эти люди? Давай я тебе скажу, что будет на самом деле. Не секрет, что все поимеют всех. Что я говорю, как это? Я тебе сейчас расскажу один анекдот. Идут два мужика по пустыне. Жрать нечего, пить нечего и так далее. Один смотрит, какашка лежит. Он другому говорит, ну скучно, грустно. Он говорит, слушай, даю тебе $100, съешь какашку. Тот говорит, я какашку, ты чё? Потом думает, $100 на дороге-то не валяются. Давай. Забирает $100, ест какашку. Ну, морщится там, все дела, конечно, неприятно, но $100. $100! Вот, идут дальше, да, смотрят, опять какашка лежит, другой такой, ну ему, вот кто наелся говна, ему, значит, обидно, значит. И он соседу говорит, слушай, а давай теперь наоборот, я тебе дам $100, если ты какашку съешь. Тот такой, ну типа, блин, ему жаба задушила, что $100-то он отдал, говорит, ну, типа, ладно, давай. Съел какашку, морщится, потом они идут, оба морщатся такие. И один другому говорит, слушай, тебе не кажется, что мы бесплатно говна наелись? Я тебе так скажу, вот что сейчас происходит? Люди друг друга имеют, кто-то увеличивает власть, кто-то деньги, кто-то то, кто-то сё, но на самом деле основной эффект, мы как будто дерьма наелись. Это основной эффект. Слушай, конечно, будут несколько счастливчиков, там, те, которые сколотят гигантские состояния, ну я уже говорил, кто это, Джефф Безос, там, Билл Гейтс, там. Ну хрен с ними. Я говорю в основном за людей. Мы, кто в этом замесе, мы вот дерьма наедимся, это точно. Слушай, мы тормозим, мы оставляем себя в прошлом, которое уже безвозвратно ушло. Мы лишаем себя будущего. Вот что сейчас происходит во многих странах. Почему? Так устроена генетика. Взрослые люди, они пытаются сохраниться. Они пытаются продлить свое существование. Но дело в том, что мозг утрачивает гибкость ума, актуальность мыслей уходит. И вот эти взрослые люди, которым за 60, они генерят такое, что по их мнению добро. То, что это зло гигантское, они не знают, они искренне хотят добра, и это приносит гигантское зло. У нас теперь не остается ничего, кроме ждать этого. Мы не можем ничего сделать. Вирус поселился в головах. Если вирус, который коронавирус, мы можем излечить, мы можем создать вакцину, то самогенерацию говноидей мы не можем изгнать. Представь себе, как мы будем сожалеть потом в будущем, когда будем смотреть на происходящее сейчас с нами и рвать волосы себе на всех местах от того, что не случилось то, что могло случиться, и от того, что мы все стали заложниками этих людей, которые просто укрепляют свою власть или зарабатывают деньги. Как нам включить или восстановить этот социальный иммунитет и не стать заложниками всей этой ситуации? Никак. Утраченный иммунитет не восстанавливается. Его можно только создать заново. Послойно, медленно. Как мы это сделаем? Как вы это сделаете, я не знаю. Мы как это сделаем? Мы? Кто мы? Мы — это такое слово, которое типа интегральное человечество обозначает. Это бред, нет такого. Люди сами себя подразделяют на разные классы. И если ты относишься к классу людей, которые смотрят Бесогон или смотрят другие такие видео, Дудя, например, смотрит, окей, ты выбрал себе поводыря. Вы сказали про теорию заговора, давайте пройдемся по некоторым из них. Билл Гейтс действительно хочет сократить население Земли, а остальных чипировать. Ответ на вопрос, есть ли у Билла Гейтса замысел, ответ да. Заключается ли замысел Билла Гейтса в том, чтобы чипировать население Земли, ответ нет. Кто хочет чипировать людей?
Ответ — тот, кто извлекает из этого выгоды. Кто эти люди, кто извлекает из этого выгоды? Ну, например, в России есть бенефициары вопроса по чипизации людей, это правда. Они есть в каждой стране. Какой замысел у Билла Гейтса? Но Билл Гейтс на своем сайте пишет: изменить мир к лучшему. Все. Только его представление, что значит изменить мир к лучшему, например, могут не совпасть с твоими представлениями. Поэтому ты будешь называть Билла Гейтса злой гений или там что-то, ну окей. Но Билл Гейтс искренне считает, что изменить мир к лучшему — это означает вакцинировать всех, выдать всем паспорта вакцинации, сегрегировать людей на тех, кто имеет паспорта вакцинации и не имеет, и не допускать тех, кто не имеет паспорт вакцинации, к тем, кто имеет паспорт. Если в рабовладельческом строе, значит, на рабов вешали ошейник, чтобы было понятно, что ты раб, да? Билл Гейтс считает, что нужно выдать всем паспорт вакцинации. Это и будет ошейником. Если у тебя нету ошейника, то все, иди гуляй. Это и называется изменить мир к лучшему. Это называется изменить мир к лучшему, как его видит Билл Гейтс. Есть еще одна теория. Многие считают, что коронавирус — это выдумка, чтобы всех Нет, нас, это не выдумка. чтобы всех это- нас поработить. Нет. Но многие думают так. И люди думают, что их облучат через вышки 5G, все уснут и их чипируют. Ну, Вот на днях, например, люди уничтожили вышку в Осетии. да. Вот что вы думаете? Ну, потому что люди не хотят, чтобы Этих их людей? чипировали, да. Все, по-моему, очевидно, сам ответил на вопрос. Люди не хотят, чтобы их чипировали. То есть риск такой есть. Риск всегда есть, если люди уже произнесли, что есть такой риск, и описали его, вот именно в этот момент риск возник. Люди сами рассказали себе историю. Это знаешь, как в анекдоте. Приходит мужик, у него, значит, в заднице презерватив торчит. И супруга такая говорит: Вася, что это? Вася хватается за голову и говорит: нет у меня больше друзей. Вот. Поэтому, когда люди сжигают вышки, они реально создают условия, при котором то, чего они боятся, наступит. Потому что те, кто использует этих людей в своих интересах, они теперь знают, чего боятся те люди. Они же сами обозначили. Поэтому люди правильно делают, что боятся. Другое дело, что эти страхи непродуктивны, и они приведут их к очень большой беде. Игорь, Грефу сейчас приковано очень много внимания. Почему именно к нему и кто все это затеял? Ответ на первый вопрос: Греф — козел отпущения. И если он будет сожжен на костре или там посажен на кол, то люди возрадуются. Но дело в том, что у этих людей никаких интересов, кроме как зрелища, нет. А более интересно — это те, кто бенефициары этого всего. Ну, собственно, они и вкидывают эти все вещи. Это люди, которые рвутся к власти. И поэтому сейчас, когда подвижность умов настолько большая, когда социальный иммунитет снижен у общества, когда вбрасывание любых идей резонансно иногда проращивает гигантские движения и так далее, эти люди новые, которые борются за власть, да, вот это новые бенефициары, это будущие хозяева власти и будущие новые хозяева денег. Так всегда было, так есть и так будет всегда. Поэтому, когда людей разводят на вот этот вот разбаланс, когда люди видят, и осознают, что их призывают на очередную там жертву, на очередного козла отпущения и так далее, люди должны знать, что их имеют именно в этот момент. Их имеют, причем жестко, в жесткой форме. Их имеют, но люди об этом не знают, потому что они идут в толпе туда, как им кажется, они выбрали идти. Вы сказали, что это происходит тогда, когда кто-то рвется к власти. Да. А кто рвется к власти? А к власти всегда кто-то рвется. Власть — это такой наркотик. То есть вкусивший власть ее не хочет отдать. Вот видно, почему сроки продлеваются. Почему в Думе засели люди, которые не хотят
никуда оттуда уходить. Власть — это такой наркотик. Так было, так есть, так будет. Власть — это ресурс для выживания и источник процветания. В этом и есть гигантская проблема современного мира. Но она нерешаемая. С ней нужно научиться жить. Но вместо того, чтобы с ней учиться жить, мы рассуждаем всегда о следующем: кто сейчас хозяева власти и денег, и атакуем, чтобы самим забрать эту власть и деньги, чтобы что? Чтобы стать такими же. Игорь, как так получилось, что государство купило Сбербанк у самого себя? Да? И почему дыры других банков и их ошибки закрывают из фонда благосостояния? Ну как получается? Видишь, у меня два кармана. Так. В одном кармане лежит телефон. Я могу достать этот телефон и положить в другой карман. Если ты меня спросишь: Игорь, вот что ты делаешь, я скажу: отвали. Дальше, если ты меня попросишь объяснить смысл происходящего, я говорю: ну слушай, мне вот здесь вот натирает что-то, какую-то ерунду я придумаю, и все. То есть очень многие вещи не имеют никакого смысла с точки зрения наблюдателя. Дыра, которая была, деньги, которые своровали из России, слушай, за всю историю становления финансовой системы это более 2 триллионов рублей. Пришло время признать это. Как их оплатить? Откуда вот взять эти деньги? Только от нас, от пенсионеров, от рабочих, от всех. Откуда? Из Фонда национального благосостояния. И все. Мне очень раздражает ситуация, ну как раздражает, я недоволен ей, что об этом там Греф, там Путин, там, не знаю, экономический блок правительства, там Белоусов, там Мишустин не могут просто взять и откровенно рассказать. То есть вот, ну что важно? Важно в этот момент прийти и сказать: да, у нас из страны украли 2 триллиона рублей. Рассказать, кто украл, список и так далее. Сколько украли, где они, живы ли они до сих пор, преследуются ли они по закону в Лондонах всяких там и так далее. Мне было бы это интересно знать. А вот такая, знаешь, позиция типа украли, в Лондон уехали. Я говорю: ребят, что за позиция? Игорь, почему деньги украли в других банках, а транши сделали Сбербанку от государства? Как это связано вообще? Раньше ЦБ формально владел половиной Сбербанка. Так. Правительство теперь выкупило этот Сбербанк у Центрального банка. Центральный банк проводил санацию. Центральный банк залил более 2 триллионов рублей в банковскую систему. Их украли в банковской системе. Промсвязьбанки украли деньги. Братья Ананьевы взяли, украли деньги. Бородин взял, украл деньги. Всего украли 2 триллиона рублей за всю историю 2000-х годов. Вот до сегодняшнего момента украли более 2 триллионов рублей. Где посадки? Где разборки? Нету. Взяли из Фонда национального благосостояния, все залили, шито-крыто. В этом гигантская проблема российского мироустройства. Проблема не высвечивается, чтобы ее решить и больше не допустить, а проблема заливается деньгами учителей, служащих, рабочих из Фонда национального благосостояния. Это означает следующее, что проблема может всплыть такая же заново. Опять украдут. Это проблема. Но в целом сегодня надо признать, что финансовая система у нас скорее есть. Она не очень суверенная, но она у нас есть. Кто был в 90-е, знает, что тогда не было финансовой системы, и это был вообще ад. Когда деньги наличные, тебя грабили на каждом углу. В аэропорту могли ограбить менты, потому что ты вел наличные столько, сколько нельзя с собой везти. Или на выходе из аэропорта братки, которые дань собирали. Поэтому пусть и за 2 триллиона, но наличие финансовой системы — это лучше, чем ее отсутствие. Игорь, насколько это справедливо, что из Фонда благосостояния деньги выдают банкам, а не на поддержку населения и бизнеса? Это несправедливо. Не существует вселенской справедливости. Справедливость — это представление конкретного человека, которое происходит в конкретном мире этого человека.
Это очень несправедливо по отношению к людям, которые платили налоги, бизнесменам, которые создавали бизнесы. Это очень несправедливо. Дело в том, что в Фонде национального благосостояния не так много денег. Дыра в бюджете 10 триллионов после падения на нефть. На всех не хватит. Поэтому сейчас речь будет идти не о справедливости, а о финансировании инфраструктуры для выживания страны. Сейчас будут твориться очень много несправедливых вещей. И единственную справедливость, которую человек может сгенерить для себя, это делать то, что для человека выгодно, а не сидеть и обсуждать, какие несправедливые вещи творятся вовне, потратив остатки своей энергии и остатки денег, которые еще пока, может быть, есть, да? А потом столкнуться с бетонной плитой жизни, которая придавит окончательно. Игорь, конспирологических теорий и лидеров мнений, которые пропагандируют их, огромное количество. Кому верить? Все просто, никому. Никому нельзя верить. Верить — это означает остановить поиск того, чего тебе выгодно, и делать то, как тебе говорят. Полная безответственность. Очень легко, кстати. Я сделал все, что мог, а теперь буду делать то, что мне говорят. Отлично. Надеюсь, не надо говорить, чем это заканчивается. Вот. Поэтому первое, никому не верить. Быть связанным с разными теориями, конспирологическими и с разными, и с этой, и с этой, и с другой. Но всегда думать только об одном, как извлечь из этого всего узора обстоятельств выгоду для себя и своих близких. Точка. Нету другого способа жить и процветать.